Однажды в Италию приехала на заработки женщина. Как и большинство, не от хорошей жизни, как и все за жизнью лучшей. Совершенно обычная женщина, совершенно обычная знакомая всем история. Считал ли кто-нибудь, сколько таких попыток действительно сделали жизнь этих женщин лучше? Конкретно это закончилось трагедией. Вошла в статистику, попала в газеты. В местные газеты. Если описывать каждую женскую трагедию, у центральных итальянских изданий не хватит страниц. Так что эта история очень необычная. И все же я расскажу ее, чтобы хотя бы одна приехавшая в Италию женщина, возможно, посмотрела в нее как в зеркало. И если вдруг увидит в нем свое отражение, смогла бы разбить это зеркало вдребезги, избежать от предсказанной им страшной судьбы. Однажды в Италии. Эта история началась в Румынии, в провинции Бакео, где в многодетной семье росла девочка по имени Константа, 8-я из 9 детей. Она родилась в начале 60-х, и на ее долю выпали все экономические катастрофы, сотрясавшие Румынию весь конец XX века. Страна бедная, семья еще беднее, жизнь тяжелая. Взрослые работают, не покладая рук, дети помогают по мере сил, но денег все равно не хватает, буквально ни на что. И чему тут удивляться, если замуж Константа вышла рано, в 18 лет. Родила 3 детей, Себастьяна, Елену и Адриана. Работала на текстильной фабрике вместе с мужем. Казалось бы, нормальная жизнь. Нищая, но кто тогда в Румынии жил иначе? После революции 1989-го экономика рухнула, фабрики закрывались или становились частными, работали кое-как, зарплату платили еще хуже. Ну да если бы беда была только в этом. Увы, не только экономические и бытовые трудности выпали на долю Константы. Ее муж пил. Много пил. А когда не пил, играл в карты или в кости на деньги, не останавливаясь, пока не спустит всю зарплату. Возвращался домой пьяным и злым, в поисках на ком бы сорвать злость. А дома жена. Бессловесная, безответная. Дети видели все. Сын потом вспоминал: «Я не помню, чтобы, когда мы были маленькими, был какой-то спокойный период. Сплошное насилие. Отец всегда возвращался пьяным, не давал нам спать, потому что уже не контролировал себя. Он не был агрессивен с нами, но всегда бил маму. Мы вынуждены были это видеть. Он приходил поздно, мы, дети, уже были в спальне. Всегда крики, иногда кровь на стенах», — добавляет дочь. Так прошло 18 лет. 18 лет брака, 18 лет терпения. Кто знает, почему Константа столько времени терпела это, но факт. Свою молодость она отдала мужчине, который ее бил, и лишь натерпевшись вдоволь, развелась. Женщина ушла с фабрики, чтобы не встречаться с бывшим мужем каждый день. Переехала в небольшой провинциальный городок Текуч, практически в деревню. Работала батрачкой на полях. Тяжелейший, изматывающий труд. День за днем, без остановки и передышки. И практически за еду. Да, еда у семьи была, но вот деньги... А Константе так хотелось, чтобы дети выучились, получили образование, вырвались, наконец, из этой нищеты. «Я сделаю все возможное, чтобы ты закончил университет», — говорила она младшему сыну Адриану. Все возможное и даже невозможное. А среди батраков ходили разговоры, что есть такая страна Италия, богаче Румынии, за работу платят больше, что румынский язык похож на итальянский, несложно будет выучить, что работы там много, что румын там принимают. В общем, страна больших возможностей, в которой можно найти все – работу, деньги и даже новую жизнь. Одна подружка, уже переехавшая из Румынии в Италию, рассказывала Константе, что и женихи здесь найдутся. Вот, к примеру, один сеньор с Сицилии. Жена умерла, дети взрослые, разлетелись из гнезда. Одинокая холостяцкая жизнь надоела, мужчина ищет жену.
Конечно, мужчина не молодой, в районе 60, но да ведь и Константа уже не юная супермодель. Да, не модель. Совершенно обычная женщина, у которой нет времени и денег на себя, которая поправилась на диете из картошки и хлеба, которых полно не только в Румынии, но и на всей территории бывшего СССР. Но разве, чтобы хотеть счастья, женщина обязательно должна быть моделью? И разве можно стать счастливой, ничего не зная о человеке, с которым собираешься построить эту счастливую жизнь? Константа и знает о потенциальном женихе совсем немного. Кроме уже сказанного, пожалуй, только имя – Калоджера Анольфо. Даже мы с вами знаем о нем больше. Родился в 1938 году в городе Каникати, в провинции Агридженто, в простой крестьянской семье. Старший сын, как водится в этих краях, рано женился. 2 взрослых детей жить с ним почему-то не хотят. Всю жизнь проработал уличным торговцем, продавал одежду на рынках. Когда ему исполнилось 62 года, вышел на пенсию. Никогда не имел проблем с законом, вроде бы никогда ни с кем не конфликтовал. Но вот что говорила о нем одна женщина, знавшая его лично. Он не был невежественным или грубым, но он был очень отсталым в своем отношении к женщинам. Однажды я пошутила: знаете, у нас в церкви женщины не поднимаются к алтарю. И он сразу ответил: правильно, потому что женщина должна знать свое место. Время не изменило его менталитета. Для Калоджера глава семьи должен командовать женой и детьми, а женщина подчиняться, молча и не бунтуя. Он искал не партнера, не спутницу жизни. Он искал сиделку на старость, служанку, которая будет за ним ухаживать и удовлетворять все его прихоти. А сейчас оставим политкорректность и скажем честно, как есть. Он был таким, как и многие мужчины в Италии. И очень многие на юге Италии. И все это не останавливает тех трудовых мигранток, которые, въехав в страну нелегально или по рабочей визе, хотят закрепиться на новом месте попрочнее, возможно, устроив при этом еще и личную жизнь. Можно ли судить их за это? Или наоборот жалеть? Каждый решает для себя сам, а мы вернемся к нашей истории. Итак, летом 2000 года Константа приехала в Каникати познакомиться с этим сеньором. Ей было около 45, ему 62. За несколько недель знакомства у нее сложилось хорошее впечатление о Калоджера. Достаточно хорошее, чтобы принять его предложение выйти за него замуж. 6 октября 2000 года они отправились в муниципалитет и зарегистрировали брак. Это, конечно, не был брак по любви. Как объясняет сын Константа, они не влюбились друг в друга. Но мама очень поверила ему. Она доверила ему свою жизнь. А он увидел ее слабость. Он знал, как с ней обращались раньше, и подумал: это мне подходит, буду управлять ею, как захочу. Для измученной нелегкой жизнью румынской батрачки такой компромисс был приемлем. Любовь? Да какая любовь в ее ситуации? Ни на какую любовь Константа не надеялась. Все, чего она хотела, это спокойной жизни. Надеялась, что, устроившись в другой стране, сможет посылать немного денег в Румынию, чтобы ее дети могли учиться. Она рассказала новоиспеченному мужу о тяжелых условиях, в которых они живут. И Калоджера согласился помогать, ежемесячно давать небольшую денежную сумму на всех троих. Константа уехала из Румынии, спасаясь от нищеты и насилия, в надежде, что честным трудом заработает другое будущее для себя и своих детей. Да, ее брак с Калоджера был сделкой, но сделкой честной. У Константы и в мыслях не было никого обманывать. Да, ее брак не был основан на любви, но разве не имела она права рассчитывать на уважение? Другого будущего не случилось. Дочь Елена вспоминала, она всегда чувствовала себя для него как сиделка, как служанка, которая делала только то, что он говорил. И на этом все. Он был очень агрессивным, нервным, постоянно кричал. Ему нравилось контролировать каждый ее шаг. Он проверял, убрала ли она, проводил рукой по мебели, чтобы посмотреть, хорошо ли вытерта пыль.
Константа обижалась. Несмотря ни на что, она рассчитывала на положение жены, а не прислуги. Да даже если прислуги. Она старалась как только могла, чтобы суровый Калоджера был доволен. Разве заслужила она такое обращение? Встав утром с постели и подав мужу завтрак, Константа начинала работать. И работала, не покладая рук, до самого вечера. Сначала в огороде, потом в доме, где должна была все мыть и начищать до блеска. Но этого Калоджера было мало. Он контролировал каждый цент, который она тратила. Она должна была выбирать самые недорогие продукты, а он держал ее в строгости. Но как бы она ни старалась, он постоянно бросал ей в лицо упрек: в Румынии ты жила не лучше, чем здесь. Он контролировал и то, сколько она ест. Если жена ела с аппетитом, тут же слышала окрик: «Ты что, умираешь с голоду?» Подруга Константы рассказывала, что у той не было даже мыла в ванной. На вопрос, чем же она моется, та отвечала, что покупает мыло сама. Покупки тоже проблема. Когда они ходили в супермаркет, Калоджера внимательно следил за каждым продуктом, который жена клала в тележку. Если видел что-то, по его мнению, лишнее, безо всякого стеснения возвращал на полку. Так что в итоге покупалось только то, что выбирал он сам. Конечно, если рассматривать по отдельности, все это мелочи. Но представьте, что такими мелочами наполнен каждый день, каждый час, каждая минута вашей жизни. Отношение Калоджера к деньгам было патологическим. Из-за каждого евро, который мужчина должен был достать из своего кармана, он просто сходил с ума. Когда покупал килограмм яблок, вечером перед сном их пересчитывал. И если кто-то вставал ночью и брал яблоко, утром всех домашних ждал допрос с пристрастием. К тому времени дочь Константа Елена и старший сын Себастьян с женой Лаурой тоже перебрались в Италию. Легализоваться смогла только дочь, и это заставляет Константу быть еще более терпеливой. Но Калоджера вовсе не собирается ограничивать свои претензии только женой. В поле его нападок и претензий попадают и ее дети. «Я женился на тебе, а не на них», — говорит он. Когда дети приходят в гости к Константе, Калоджера злится. А когда они уходят, на выходе он устраивает обязательный обыск, буквально унизительный шмон сумок, чтобы проверить, не отважилась ли Константа сунуть им что-нибудь с собой. Ну мало ли, кусок пирога, приготовленного бабушкой для внучки. Ничто не могло пересечь порог дома Калоджера. Когда дочь Елена приехала навестить мать, она познакомилась со скупостью отчима на своем собственном опыте. Несмотря на положение гостья, она так же, как и мать, должна была принимать душ тайком. Одна женщина в душе, вторая стоит на балконе и смотрит, не вернулся ли хозяин. Как только слышен звук его машины, выходить немедленно. Девушка имела обыкновение почитать ночью перед сном при свете прикроватной лампы. Она не ожидала, что Калоджера через замочную скважину будет следить за расходом электроэнергии и не преминет отругать ее за стоящую дополнительных денег привычку. Елена моложе, решительней. Может, по-другому воспитана, может, сказывается отсутствие травматичного опыта матери. Если он так себя ведет, я даже стакан воды у него не возьму. Мне от него ничего не нужно. Взбрыкивает девушка и уезжает из дома отчима. Но Константа покорна. Не перечит, не возражает, терпит. Даже не замечает, что уже привыкла держать голову опущенной. И единственное место, где она может хоть немного вздохнуть, побыть в тишине и покое, это церковь. Между Константой и священником румынской церкви, отцом Матиасом, сложились теплые отношения, основанные на взаимном уважении и привязанности. Отец Матиас тоже родом из Румынии, и хоть он и молод, кое-какой жизненный опыт у него уже есть. Его отец тоже плохо обращался с матерью, так что священник хорошо понимает ситуацию Константы. Однажды отец Матиас пришел осветить дом Калоджера, как делал каждый год. Несколько капель святой воды из пучка базилика попали на оконные стекла. Константа тут же сказала: «Сейчас уйдет падре, уберу». Но Калоджера не собирался ждать и наорал на Константу еще до того, как служитель церкви успел обернуться. При постороннем человеке
при священнике. Елена видела, как он вел себя при ней. Бешено жестикулировал, злился, делал угрожающие жесты кулаками. А что же тогда он делал, когда свидетелей не было? Калоджер наказывал Константу каждый раз, когда считал, что ее поведение не соответствует тем рамкам, которые он установил. И даже если дело касалось не ее лично, наказание все равно было не избежать. Он хотел контролировать все. Однажды от приятелей он узнал, что Елена больше не работает няней, а устроилась в бар. Вернулся домой в ярости, кричал на Константу, что это не профессия для порядочной девушки. Но главное, он больше не согласен, чтобы жена помогала детям деньгами. На этот раз Константа не смогла скрыть следы побоев от сына. Я увидел ее с опухшим глазом. Полностью, пол лица до подбородка было синим. Еще бы! В ярости Калоджера сломала несчастную женщину стул. На вопрос, что случилось, она ответила: «Ничего. Ничего. Просто он избил меня, потому что мою дочь видели работающей в баре. Теперь он стыдится, потому что говорят, что ты шлюха, весь город знает, и он не хочет быть на языке у всех. У него жена иностранка и такая дочь». При этом Константа ничего не собиралась менять. «Ты не можешь быть с таким человеком. Ты должна подать на него заявление», — говорили дети. Священник тоже призывал ее расстаться с Калоджера. Но женщина еще не была готова. Слишком много сомнений, страхов, слишком много, что скажут люди. Она думала, что не справится одна. Говорила: «У меня такой возраст, я не хочу позориться. Я в чужой стране, мои дети здесь, я не хочу переходить от одного мужчины к другому. Поэтому буду терпеть. Терпеть столько, сколько смогу». Почему некоторые женщины годами терпят всевозможные унижения и насилие, не в силах прервать отношения? Сколько таких историй было, есть и будет, и ни в одной нет ответа на эти вопросы. Итак, Константа продолжала терпеть. Иногда не выдерживала и убегала к сыну. Тот жил в том же Каникатти. Она убегала, приходила пешком, рассказывает сын. Приходила вся в слезах, избитая, растрепанная. Я очень злился. Сказал ей: «Я пойду к нему и поговорю с ним сам». Но Константа бросалась ему поперек дороги. «Нет, нет, ты никуда не должен идти». Она не хотела, чтобы сына, находящегося в стране, нелегально депортировали. Вот оно, еще одно звено в цепи страхов Константы. Страх за детей. Боязнь, что заявление в полицию обернется проблемами не для мучителя, а для жертвы и ее детей. Чтобы не зависеть полностью от мужа, Константа нашла себе работу. Стала уборщицей и сиделкой в нескольких семьях Каникатти. Она опять много работала, но была довольна. Впервые в жизни никто не обращался с ней плохо, даже если она делала что-то не так. И, наконец, она зарабатывала собственные деньги, чтобы помогать детям, особенно младшему Адриано, который остался учиться в Румынии. Но Калоджера не мог этого вынести. Однажды он ждал ее у выхода с работы, посадил в машину и начал бить кулаками по голове, срывая с нее одежду. Почему? Потому что, по его мнению, она слишком долго работала, а значит, ходила на сторону. Всю их совместную жизнь он называл ее именно так – шлюхой и путаной. Константа выскочила из машины, но Калоджера снова набросился на нее. Швырнул ее на землю посреди улицы, не обращая внимания на взгляды прохожих. Для Константы это был невыносимый позор. «Я больше не могла терпеть в тот момент», — призналась она. «Потому что он сделал это при всех, почти раздел меня при всех. Я не последняя женщина на этой земле и не проститутка, чтобы срывать с меня одежду». После той ссоры Калоджера заставил ее спать на улице. Но на этот раз, что люди скажут, сыграла против. Константа, опозоренная мужем прилюдно, сказала: «Хватит. Она уйдет». Правда, подавать заявление в полицию все же не стала. «Почему ты должна была ждать этого момента, чтобы его бросить?» – спрашивала дочь. «Ты должна была бросить его в самом начале, а не сейчас».
«Бог создал нас свободными», — объяснял женщине священник, «и несправедливо, когда другие нас мучают». Наконец она услышала их слова. В феврале 2008 года Константа переехала к сыну. После почти 8 лет под гнетом Калоджера она снова стала свободно дышать. Она начала заботиться о себе и заново обретать вкус к жизни. Ходила к парикмахеру, делала маникюр, была спокойнее. «Здесь мне лучше», — говорила она. «Извините, если мешаю, но мне лучше. Я чувствую себя другой». Священник видел ее у парикмахера со светящейся улыбкой. Было видно, что что-то изменилось. Но в разговорах она всегда возвращалась к одной и той же теме – страху. И этот страх был обоснован. Калоджера не был согласен с ее решением. Больше того, он воспринял его как оскорбление. Прошло 2 года с ее ухода, а он и не собирался оставлять жену в покое. Постоянно звонил, чередуя просьбы вернуться с угрозами. Приходил под балкон, они с сыном жили на 2-м этаже. Кричал, звал ее, просил спуститься, хотел поговорить, помириться. При этом, несмотря на приличный возраст, он приводил к себе домой других, не совсем приличных женщин. Так что одиночества он не боялся, дело было в другом. Калоджера был одержим страхом потерять свое имущество. Он боялся, что при разводе судья присудит дом Константе, поэтому он решил передать право собственности на дом своим детям. Как бы мне хотелось сказать здесь, что он слишком плохо думал о Константе, что ее вовсе не интересовал его дом. Но в июне 2009 года Константа, узнав об акте распоряжения имуществом в пользу детей, который совершил Калоджера, подала иск о признании этой сделки недействительной. Деньги? Может быть. А может быть такое понятие справедливости. 8 лет она работала на него как рабыня, 8 лет терпела унижение. И теперь он хочет оставить ее ни с чем? Как ни крути, а получается, что Константа была не согласна уйти из этого брака ни с чем. Однажды Константа с маленькой внучкой гуляли в парке и встретили Калоджера. Потом перепуганная девочка шептала на ушко маме: «Мама, мне нужно тебе кое-что сказать. Мы встретили дедушку в парке». Бабушка остановилась и поговорила с ним, и он расстегнул пиджак и показал большой нож. «Видишь этот нож? Им я тебя убью». При ребенке. Он показал нож и пообещал убить при маленьком ребенке. А Константа словно смирилась с неизбежным. В начале января 2010 года она принесла священнику деньги на белую рясу для пасхальной ночи. Тот отнекивался, говорил, что еще рано, есть еще время. Она настояла, чтобы он взял, несмотря на его возражения. «Не знаю почему, но мне кажется, что я не доживу до Пасхи», — сказала она. 31 января 2010 года было воскресенье. В то утро шел проливной дождь. Невестка Константы Лаура вышла в церковь раньше обычного. Константа должна была прийти следом. Калоджера знал, что она каждое воскресенье ходит на мессу. В то утро он сел в машину, проехал около 3 километров от дома до церкви и припарковался неподалеку, ожидая ее прихода. Засев в машине, он лелеял свой план мести. Калоджера узнал, что судья принял к рассмотрению иск Константы против акта дарения дома. Его дом, его собственность. Как эта иностранка посмела? Всерьез об убийстве Калоджера задумался только тогда, когда почувствовал угрозу своей собственности, своему имуществу, скажут потом. «Я ее убью, все равно мне тюрьма не страшна», — говорил он всем вокруг. Около 9:30 отец Матиас начал службу. Невестка Константы ждала ее в церкви, та чуть запаздывала, но была уже почти на месте. Почти у самой церкви, место, которое в итальянской культуре традиционно символизирует общественное спокойствие и духовную защиту. Как только Калоджера увидел ее, он вышел из машины. В кармане пиджака у него был нож. Он говорит, что предлагал ей помириться, она отказалась.
Он замахнулся, она упала. Калоджеро уже нанес 18 ударов ножом, когда один из прохожих попытался вмешаться. Из окна своего дома за сценой наблюдала женщина, которая сразу же вызвала карабинеров. Пришедший на помощь свидетель потом рассказывал: «Сначала мне показалось, что он бьет ее кулаками. Но когда я подошел ближе и начал кричать, чтобы остановить его, я увидел, что в руках у него большой нож. Несмотря на мое присутствие, он продолжал наносить удары. Нож был большой, длиной около 40 сантиметров. 40 сантиметров. Это не ножичек для чистки картошки, это настоящее холодное оружие. Наверное, тот самый нож, который он показывал внучке Константы в парке». Константа из последних сил попыталась позвонить сыну, но в тот день он, уходя, оставил телефон дома. Когда ответила маленькая внучка, она смогла только прошептать: «Когда папа вернется, скажи, что я звонила». У второго сына в тот день разрядился телефон, и она опять не смогла дозвониться. Невестке Константы, которая была в это время внутри церкви, позвонил знакомый румын: «Твоя свекровь здесь, у дверей. Ее забирает скорая в больницу». На место происшествия приехали скорая и полицейская машина. Константа уже потеряла сознание. Медики делали все, что нужно, но 18 ранений ножом длиной в 40 сантиметров. Состояние женщины было безнадежным. Ей было 52 года. Арестовывать Калоджеро не пришлось, он сам явился в казарму карабинеров. Он был ранен в правую руку, из нее текла кровь, одежда тоже была в крови. Он пришел пешком, без машины. Оружия при нем тоже не было, ни ножа, ничего. Его сразу же доставили в приемный покой для оказания помощи. Там же в это время были сын и невестка Константы, ждавшие новостей. Когда они увидели проходящего мимо Калоджеро, они еще не знали, что Константы больше нет. Себастьян поговорил с санитаром из скорой, спросил: «Как она? Плохо?» Тот ответил: «Да, плохо». Но он уже знал. Когда я был солдатом, служил в военном госпитале, видел много чего. Я уже все понял, когда увидел накрытую простыней каталку с ней. В тот трагический день отец Матиас повел процессию верующих к месту, где была убита Константа, чтобы вместе помолиться. Мы хотели хотя бы в последний раз, пока дождь не смыл кровь, побыть там, рядом с ней, потому что она любила всех. В церкви нет ни одного человека, который мог бы сказать, что она когда-либо ответила кому-то грубо или посмотрела косо. После того, как Калоджеро обработали и забинтовали руку, его снова доставили в казарму. Обыскали его дом, гараж. В гараже нашли машину, все в крови. Когда ему сообщили, что его бывшая жена скончалась, он совершенно равнодушно сказал: «Царствие ей небесное». На допросе Калоджеро пытался утверждать, что, выходя из дома, вовсе не планировал убивать Константу, а встретил ее случайно. Он сказал, что нож был в машине, потому что он использовал его для резки овощей в огороде. Его попросили показать, где он выбросил орудие убийства. Он соврал. И нож, которым Калоджеро убил Константу, так и не был найден. Пока его уводили, в отделение полиции пришли Себастьян и Лаура. Они еще не получили официального подтверждения гибели женщины. Когда мы пришли, человек попросил наши документы. Пока он писал имя мужа, я увидела на листе имя Калоджеро Анольфо. И там было написано: «За убийство жены». «Я не мог поверить, что это случилось», — вспоминал Себастьян. «Говорю, не может быть. Может, она в скорой, может, в больнице, может, еще что-то можно сделать. А мне нет-нет, она умерла. Этот убийца убил маму. Это сказал мне брат по телефону». По завершении расследования Калоджеро был передан суду по обвинениям в умышленном убийстве с отягчающим обстоятельством преднамеренности, незаконном ношении оружия и телефонных домогательствах. Процесс был проведен в сокращенном порядке. Приговор первой инстанции — 16 лет и 4 месяца лишения свободы. За мать 3 детей.
За женщину, которая всю жизнь работала, всю жизнь терпела, всю жизнь пыталась дать своим детям лучшее будущее. Судья счел отягчающие обстоятельства преднамеренности равнозначным смягчающим обстоятельствам. Вот только каким смягчающим? Что убийце было 72 года, что он сам порезался о свой нож, что признал вину, но не сказал, куда нож делся. Все стороны подали апелляцию на приговор. В Румынии закон не такой, говорила дочь. 16 лет – это приговор за кражу. Большая разница. В ходе всего процесса убийца утверждал, что сожалеет о содеянном. Но за все время он ни разу не посчитал нужным попросить прощения у родственников, у детей и внучки Константы. Сын Константы говорит, что верит в ангелов, потому что встретил одного – ее. У нее было слишком благородное сердце, она не была способна причинить зло и не умела оскорблять. Она делала все, прыгала выше головы, вспоминала дочь. Мама работала всю жизнь, работала на фабрике посменно. Нас было 3, она вырастила нас практически одна. И я чувствую себя очень виноватой, потому что она сделала все, что могла, может, даже больше, чем должна была. Она пожертвовала собой ради нас. Она принесла огромную жертву ради нас, великую жертву. Она отдала свою жизнь ради нашей жизни. После жизни полной страданий Константа приехала в Италию из Румынии с надеждой на лучшее. Убежала от одного насильника и попала к другому. Только после разрыва смогла вновь обрести немного покоя. Но ей не позволили жить и быть счастливой. В 2010 году в Италии 127 женщин были убиты своими партнерами. Одна каждые 3 дня. Константа стала одной из них, но я уверена, ее история особенная. По крайней мере для тех, кто смотрит этот канал. Слишком знакомы нам всем слова «поехала за лучшей жизнью». Я знаю, немало таких женщин смотрит этот канал. Я знаю таких женщин лично. Я сама в свое время приехала в Италию за этой самой лучшей жизнью. И поэтому, хотя я редко обращаюсь к своим зрителям, на этот раз хочу сказать: девочки, будьте осторожны. Посмотрите внимательно на подробности этой истории. Задумайтесь, если вам они что-то напоминают. Почему погибла Константа? Да, потому что она выбрала не того человека. Но это был только первый шаг на кривую тропинку, после которого рукой было подать до возвращения на спокойную и светлую дорогу. А погибла Константа потому, что решила терпеть. Ради дома, ради детей, ради что люди скажут. Неважно, разве что-то из этого стоило такой цены? Статистика преступлений итальянских мужчин против своих женщин ужасающая. Мигрантки находятся в группе риска. Просто подумайте об этом. Вы можете добиваться того, что кажется вам справедливым, как пыталась добиться Константа, но подумайте, стоит ли любая справедливость, чтобы ради нее терпеть. Прежде чем бросаться в бой за лучшую жизнь, даже если это ради ваших детей, подумайте, им и себе вы нужны прежде всего живая и небитая. Счастья вам, девочки, однажды в Италии.